меня сегодня маленький переход, первый день. Маршрут я запланировала примерно. Там как... Ну, блин, уже чуть не упала. Там как пойдет. Дней 10, может 14. Вот, максимум 14. Еды у меня, короче, на 14 дней. Чем выше поднимаюсь, тем больше пучки цветущие ливзея, не засохшего, прям яркие такие, видите, бумбочки торчат. Они прям большие, такие круглые, прикольные, пушистые. И цвет такой яркий, красивый. Вообще здесь очень красиво, все в цветах. Вообще осьминоги огромные. Вообще кедр очень толстый. Один, и второй немножко потоньше. Ну, такие мощные корни, конечно, у них. Ой, ты моё, кедрик мой. Главное не сесть на смолу. Очередной брод. 5-й, наверное, уже или 6-й. Сейчас упаду. Ой, блин. Сложно, но можно. Рюкзаком придавливает, просто капец. Там еще ничего не видно, что под ногами, а там корни, камни. Весело идется. Переваливаю гору, перевал Тушканчик. Фу. Он несложный, но тут постоянно подъем.
И кусты эти. Карликовая березка. Она почти с меня ростом. Это уже ближе к вершине. Вот. И жарина. Солнце прям шпарит. Жесть. Поднялась я перевал. И вот здесь где-то думала встать. Тут вот места хорошие. Прям под перевалом, под горой. Тушканчик, вон она. Тропа вон туда даже есть. Но здесь нигде нет воды. Конечно, можно сбегать, но это опять вниз туда, либо вниз туда. Да я решила идти дальше тогда уж. Смысл тут стоять без воды. А так бы, если бы я постояла, я бы вот сбегала к этой скале. Ну, скала и скала с деревьями. У меня в этом походе будет намного более интересного всего и красивого. Поэтому я не хочу сильно растрачивать и себя, и свои силы, и место на камере, и батарею. Вот. Поэтому снимаю мало, переход очень мало снимаю. И стараюсь сильно не задерживаться нигде в начале. Хоть и тоже красиво здесь, конечно, но там будет еще красивее и лучше. Чем дальше я буду уходить, как обычно, тем будут дичее места. Спуск с тушканчика довольно крутой и сыпучий. Вот в дождь здесь, наверное, вообще капец как идти. Хорошо, что сейчас, ну так, влажно немного. Жара стоит, и поэтому нормально. Ну, камни кое-где сыпятся, а так. И прям в тайгу уходит вот так. Ничего не видно. Одна тайга. Ни скал никаких. Вот там курумник видно. Ни стоянок, ни вообще ничего. Просто тайга. Такая тропа. Просто ручей сплошной. Зато я попила, умылась, легче стало. Как я хотела пить. Вы не представляете. Вот так именно залпом хотела напиться. С ручьев-то пьешь там с ладошки, так не напьешься. Я уже поставила палатку, выбрала место. Оно такое все кочками, но зато мягко. У меня вот такая новая палаточка. Такая яркая, красивая. Вот такой вот фирмы. Вообще такая яркая. Мне нравится. Ну вот, буду тестить в этом походе. У меня тут под тентом ад. Просто вот такая вот эта вот мошкара, она все облепляет вокруг, кусает. И вон сколько я под тент позалетела. Ох, какой другой вид в палатке, да? Светлый, яркий, солнечный. Ой, мне вообще так нравится. Такая довольна. Тут вот сетка, да, и можно еще дверцу закрыть. А в своей старой палатке это я дополнительно заказывала. А тут уже идет вообще просто, блин, квартира. Единственное, она, конечно, поменьше моей палатки. И приходится в тамбуре рюкзак оставлять. Но вообще так вот она мне всем нравится. Главное, чтобы она прошла нормально тест, особенно в дождь. Вот. Потому что я долго выбирала палатку, очень долго копила деньги, чтобы купить хорошую палатку, дорогую. Она не дешевая, она дорогая, но я надеюсь, она стоит этих денег. Вот. И я ее в этом походе протестю нормально. А так вот внешне и все, что вот у нее все прибабахи, мне очень нравится. Вот.
Я именно вот такую искала. Единственное, я искала, конечно, двушку, потому что я люблю в двушке. А эта однушка, она типа как полуторка такая. Вот, но при желании можно в ноги рюкзак запихать, если дождь будет. Там у меня куча сейчас всего в ногах вылазит. Короче, мне очень нравится. Все, сегодня я уже снимать не буду. Я что-то вообще капец как устала. Всю ночь в автобусе не спала. Я вот не знаю, передает ли камера, что вот у меня опухоль вот здесь, вот шишка такая. Вот, но если вот сравнить с этой ногой, да, она вот нормально, у нее все, косточка торчит. И тут вот опухоль. Вот она у меня еще до сих пор не сошла, когда я на Кутурчинском Белогорье-то связку растянула. И все, она у меня никак не выздоравливает, нога. Я все рекомендации врача выполняю, ну, кроме, конечно, того, что я в поход пошла, не успев еще выздороветь. Ну, потому что она не успела, у меня нога восстановиться. И вот еще за счет того, что у меня нога болит, и я боюсь ее все время подвернуть, я еще из-за этого иду медленно и сильнее, конечно, устаю. И нога болит, и устаю. И сегодня подвернула немножко так, именно эту ногу, вот, ну почему? И сразу резкая боль, хотя подвернула совсем чуть-чуть. И я вот думала, что подворачивать мне сейчас вообще нельзя. Я взяла с собой бандаж Суппорт, и без него шла. Завтра, наверное, придется надеть. Просто жарко так в нем. Вот, и мазь взяла противовоспалительную, обезболивающую. Вот ей надо мазать. Ну, надеюсь, нога меня в этом походе не подведет. Мне этот кошмар надо показать. Это уже часть вылетели. Просто вообще все в мухах. Вот там вообще прям тьма. Доброе утро, земля. Это утро второго дня. Я уже собралась. Позавтракала. Не спеша так. Грызли нещадно. До сих пор грызут. Мухи, комары. В принципе, сегодня, по крайней мере, начало перехода такое же примерно, как вчера. То тайга, то поля, грязь, мочевина, болотистая местность, камни. Короче, все вперемешку. Ну, такое то открытое пространство, то, наоборот, заходишь в тайгу, в лес. Ничего себе! Первый след медведя. Ага, второй день, и уже следы медведя свеженькие. Маршрут мой проходит сейчас через Курумник. Люблю такие места. Это очень красиво. Ну вот и озеро Светлое. Тут всегда такие шикарные виды. Но тут всегда много людей. Шикарный вид, очень шикарный. Прям хочется заплыв сделать, но я не буду, пойду дальше. Зато люди стоят вот с такими видами шикарными. Просто вообще я не могу насмотреться. Обалденно. О, я помню даже, что я вот с того камушка ныряла, плавала вот с этими видами.
Где-то у меня даже фотки есть. Если найду, наверное, вставлю. Здорово, когда на пути вот такие природные камни с мхом попадаются. И прям как стульчик. Села, рюкзак положила. Так здорово. Сижу, отдыхаю, птицы поют, хорошо. Поднимаюсь в гору. Отдыхаю. Жарко. Даже вот такая стоит табличка с предупреждением, что далее начинается территория парка с нерегулируемой численностью медведей, нахождение на которой опасно для жизни. В Ергаках реально очень опасно из-за медведей, потому что здесь медведи людей почти не боятся. Люди же сами их прикормили, особенно вот в началах маршрутов. Там, где дичей места, там, конечно, наверное, медведи побаиваются людей. Вот. Тут уже были случаи, не один, нападение медведя на человека с летальным исходом. Вот. Поэтому нужно быть действительно очень осторожным. Вышла на стоянку. Костровище есть. Правда, с дровами тут в Ергаках всегда очень плохо. Ну, неплохая такая стояночка. Может, даже здесь я остановлюсь. Вот такой у меня небольшой перекус. Это протеиновая штучка такая. Ну, и тут конфеток парочку, орешки, огурец еще есть. Время 3 час, что-то тучи такие ходят. Как бы дождь не пошел. Мне надо перекусить, а то я уже еле тащусь. Не знаю, здесь встать. Я вообще у озера хочу, но не знаю, получится ли там возле него встать, если там места какие-то. Зато виды были бы шикарные. Красотища тут такая. Тишина. Птицы поют. Ну, правда, гром грохочет иногда. Решила я пройтись дальше. Посмотрю, если... Да что ж такое? Муха в глаз попала. Пришлось отключаться, доставать зеркало, вытаскивать муху. Капец. Посмотрю возле озера. Если возможно встать, то может у озера встану. Если нет, то пойду дальше. Вот оно, шикарное озеро Золотарное. Красивейшее. Но обычно здесь не стоят. Такой шикарный вид. В общем, я решила тут остаться. А по дороге встретила вот семья. Мама, папа, сын. Вот они дальше пошли.
они пойдут вот так вот перевал переваливать, а я завтра там пойду. Конечно, везде грязно, слякотно, болотисто. Но вот я нашла вроде более-менее одно место. Оно немножко влажное, но я вот здесь поставлю палатку. Вот так вот я располагаюсь. Поставила уже палатку, пока еще тент не накинула. Там у меня рюкзак, вот такие виды, огонь. Виды, реально огонь. Ой, я мечтала, если честно, здесь постоять. Что-то еще думала, идти, не идти. Даже и думать не надо. Тут вообще классно стоять. С этой стороны палатка так интересно выглядит, но без тента. Такая узкая. Она узкая и длинная. Прикольная. Мне нравится. У меня никогда однушки не было. Привыкаю потихоньку. Кстати, у этой палатки есть вот такая вот штучка. Оп. Из палатки расстегиваешь, а тут с этой стороны в тамбуре рюкзак. Я потом покажу из палатки изнутри. И можно из него все что угодно достать. И прям рюкзак можно вытянуть вот через это отверстие. Мне кажется, это очень удобно. Поставила я свою красивую палаточку. Такая яркая, желтая. Вообще мне нравится. Огонь. И виды. И виды огонь, и палатка огонь. А все вместе вообще шикарно. Сижу, смотрю, что-то припухло. Вода булькается, как на море прям. Потому что ветер, волны прибивает, а камни бьются. Создается впечатление волн на море. Потому что не таких шикарных. Вот. Гора Динозавр. Если присмотреться, можно даже динозавра увидеть. Я вот даже морду вот здесь вижу. Вот она. Похоже на динозавра морда. А это его дальше спина идет. А там, наверное, типа хвост или что это. В общем, можно тут попридумывать, посидеть, посмотреть. Вот я припухла, сижу. Рюкзак еще не разобрала, только палатку поставила. И смотрю на эти виды, на эти волны. Слушаю воду. Так здорово. У меня печальная новость. Сломалась моя солнечная батарея. Ё-моё, не прошло и суток. Ну, капец. Я на нее рассчитывала. Теперь это бесполезная тяжесть, которую мне придется таскать. Сделала. Тут везде камни, близко не искупаешься. Огромные камни под водой. Я сейчас, наверное, еще покупаюсь, хорошо помоюсь, потому что за 2 дня я так пропотела. Вот пота помоюсь, футболку состерну. Вообще класс. Время 5 вечера.
Я тут одна, шикарные виды. Купайся не хочу, пока солнце светит. Но ветер, правда, холодный, обжигает. Как хорошо, когда солнце. Вот так вот у меня все на просушке. Постиралось. На солнце, наверное, быстро высохнет. Свеженькое все будет. Вода ледяная, но бывает намного леденей. Такая терпимая, нормально вообще. Не, ну какие шикарные виды. Я хочу вот так себя прям поснимать. И я еще такая накупанная, вся довольная. Волосы блестят, чистенькая. Ой, как хорошо. Вроде солнце светит, а холодно. Может, из-за того, что я накупалась. Но ветер прям сильный дует, а ветер холодный. Я как раз думаю, как хорошо. Вот надо делать такие, знаете, небольшие переходы, не ломить там сильно много, а почаще останавливаться вот в таких красивых местах, медитировать, смотреть, наблюдать, слушать. Так классно. Вообще на душе прям такой покой, умиротворение. Скоро солнце за гору сядет. Уже почти. Прям на горе лежит солнышко. А я все сижу и любуюсь, слушаю. Птички тут вот наблюдаю за ними. Эти вертихвостки, трясогузки. И желтенькие, и серенькие, всякие. Вот там на камушках сидят, здесь, и вот там сидят. Наблюдаю за ними. Летают, чивкают, что там делают свои дела. За вот этими... О, вон они прилетают. За вот этими скалами смотрю. Как меняется все освещение из-за того, что солнце садится за гору. Ну и, конечно, слушаю воду. Полное умиротворение. Насекомые жрут нещадно вообще. Просто тьма этих мух. Они просто мелкие, их на камере не видно. Есть помельче мошка, а есть совсем такая, знаете, крошечная, которую вообще не видно, но она кусает, блин, больно. Жестко. Вот и комары. Даже через одежду жрут. Я вообще костры хотела, но здесь костер, мне жалко тут портить местность, так сказать. Да и тут дров вообще нет. Просто здесь нет дров. Тут карликовая березка кругом. Такие дела. Спасла кузнечика. Вылавливала из воды трижды. Только выловлю, он спрыгивает опять в воду. Моется такой. Ой, прикольный. Усики моет. Сейчас главное не спрыгивать. Третий раз, когда вытащила, он уже не стал спрыгивать. Наверное, понял, что опять в воду упадет. А, класс. Смотрите, капельки прям на нем. И смотрит. Наверное, сообразил наконец, что его спасли. А сегодня решила лапшу поесть с китайским соевым мясом. И у меня, представляете, кусочек хлебушка есть. Просто кусочек хлебушка. Я его брала с собой в поездку, и у меня остался один кусочек.
Вот кусочек сыра съем твердого. Кстати, тут приготовлен, правда, один шумовой. Это сигнал охотника. Всякий пожарный. Тут медведей там много ходит. Ну и взяла в этот раз перцовый баллончик такой, знаете, больше от людей защищаться, чем от животных, маленький. Так, на всякий случай. Вообще я их не использую никогда против животных. Ну мало ли, всякое бывает. Я вот еще красивого жука спасла. Смотрю, барахтается, вытащила. Но он еще не очухался. Но живой. Решила красного перца вокруг палатки насыпать. На всякий пожарный. Главное мне не расчихаться. О, как раз пачки хватило вокруг палатки. Я таких 10 пачек взяла в самых таких диких местах сыпать. И еду, вот когда убираешь, тоже можно посыпать, чтобы никто ее не съел за ночь. Так, сейчас маленько-маленько расскажу про палатку. Ну, может, что-то потом буду дополнять, да. Тут вот окошечки, с двух сторон они, кстати, удобные для проветривания. Так, мухота бы не залетела. О, я уже даже начинаю привыкать, что она одноместная. Котик. Ну, она все равно очень вместительная. Мне нравится. У меня вот тут в ногах она длинная. Чё только не лежит. Вообще куча всего. И вот я говорила, удобно, что... Оп. И прямо через эту вот эту дырку я прям запихиваю рюкзак. А там получается тамбур, и он только для рюкзака чисто. И можно его прям сюда вот так, оп, что-то достать, если надо. То есть он под рукой прям вот рядышком лежит. В то же время защищен от дождя. И очень мне нравится, что здесь есть вот такая огромная полка. Это у меня полотенце уже сверху лежит, сушится. На нее столько всего можно наложить. Потом вот здесь карман есть, хороший, вместительный. Вот здесь еще один карман вместительный. Здесь проветривание, вот здесь проветривание, вот там проветривание. И самое прикольное, что мне вообще нравится, это то, что здесь вот это вот окошко закрывается и открывается. О, и все, и сетка. И можно вот так даже смотреть, лежать. Вообще здорово. И никакие комары не лезут, мухи и все такое. А это вот сворачивается окошечко и вот тут застегивается. В принципе, и это застегивается, когда мошкары никакой нет. И эти вот у тамбура, вот эти две половинки, их можно тоже открыть, застегнуть. В общем, мне вообще нравится так палатка. Пока что я довольна. Ну, еще не знаю, как она себя в дождь покажет. Залезла, пока объясняла. Что-то даже жарко стало. А, и знаете, что мне еще сильно нравится? У нее у тента, вот у тента, где вход сам, верхний тент, у него две молнии. Вот это мне очень нравится. У моей старой палатки одна молния. И получается сверху, чтобы посмотреть, открыть, что там на улице, нельзя никак. Только снизу полностью открывать это неудобно. А вот, допустим, дождь идет или погода не очень, или тебе просто надо утром посмотреть. Можно сверху вот так открыть немножко и посмотреть. Это вообще капец как классно. Вообще она очень вместительная. Мне вот, ну я маленькая, конечно, но мне тут места вообще прям много. Все сижу и налюбоваться не могу. Вышла перед сном. Думаю, посижу немножко, посмотрю. Кстати, солнце давно уже зашло за эту гору. А вот туда вот еще попадает. Где-то там сверху.
верхушки скал попадают. Такой вид шикарный. Там уже темно. А здесь еще солнце, тут еще светло. Хотя уже вечер такой нормальный. Ну, как, часов 8 сейчас. Солнце еще светит. Ой, хорошо так, только ветер сильно холодный. Зато здесь не жрут. Тут ветер дует, тут прямо озеро. Когда сидишь, ветер на тебя дует сильно. Он такой холодный и сразу сгоняет всех этих мошек, комаров. А только вот туда вот шаг даже делаешь, вот подальше, все, там ветра почему-то такого нет сильного. Есть, но он порывистый, и все, и зажирать начинает вот эта вся мошкара, комары, прям через одежду грызут. Смотрите, как вода, в воде отражаются скалы, и у воды получается такой интересный цвет, необычный, какой-то так с рыжа, оранжевый. Ну, вообще, это так красиво смотрится. Такая смотрю, что-то с водой не то. Потом поняла, что это отражение. Шикарно. Мне кажется, я еще никогда такой цвет воды не видела. Оранжевый. Кстати, если бы ряби не было, было бы тут отражение такое шикарное в воде. Ладно, надо залазить. Холодает. Вечером все время так в Иргаках. Только солнце зашло и холодает. Что хочу сказать. Вот у этой фирмы, там у них много палаток всяких. Я думаю, что я еще приобрету со временем двушку. Потому что, ну, двушка тоже нужна. Какие-то другие походы ходить. Может быть, если с кем-то, то двушку надо тоже иметь. А так, когда один, вот однушка вообще меня устраивает пока, по крайней мере. Ну все, насиделась я, намедитировалась. Сегодня очень много. Вот все-таки как хорошо приходить пораньше, делать небольшие переходы, вот, вставать вот так вот пораньше. И когда у тебя на все есть время, и на медитацию, и на покупаться, постираться, нормально посидеть, покушать медленно, никуда не торопиться. В общем, просто кайф. Вообще, вот в Иргаках никогда, ну, по крайней мере, я, да и другие, я думаю, тоже, здесь не считают километры и скорость передвижения. Здесь все двигаются практически все очень медленно, и переходы обычно короткие по километражу, потому что здесь в основном категорийные походы и очень много категорийных перевалов. И поэтому за счет этого очень замедляется процесс. И получается небольшой переход, там 5-6 километров, да, может длиться практически весь день. Особенно если очень сложный перевал, особенно если люди группами идут, они друг другу помогают, там рюкзаки перекидывают и идут очень долго из-за этого. Вот, и поэтому здесь переходы обычно не слишком большие, вот, но довольно сложные, долгие. Услышала какого-то зверя. Реально был какой-то большой зверь. Я почему-то решила, что медведь. Взяла сигнал охотника, выскочила. И уже никого нет. Но кто-то был крупный. И так фыркнул недовольно, громко. Может, конечно, где-нибудь там он, в кустах. Фиг знает. Капец. Вот там вот такая красота. Солнце село. Такие облака розовые стали. Ну, капец, как мошкара вообще. Вот солнца нет, прям заедает. Прям так ее много. Стоять невозможно, надо в палатку уходить. Надеюсь, больше этот зверь не придет. Самое главное, чтобы это не медведь был. Ну, у меня палатка по кругу, конечно, перцем обсыпана. Я еще сначала побоялась из палатки вылазить. Ну, какое-то время подождала. А мне все что-то как-то не по себе и не по себе. Думаю, нет, чем дольше я в палатке лежу, тем ближе может зверь подойти. И тогда точно шансов не будет из палатки выбраться. Короче, собралась такая, вылезла.
Смотрю, уже нет никого. Так что так я не знаю, кто это был. Прям кто-то крупный чувствуется. Крупный и такой прям фырканье какое-то недовольное, знаете.